Всем привет! Приступаю к новому проекту и буду шить домашнее платье. Платье буду шить вот из такой ткани. Это стопроцентный хлопок сатин. Модельку я выбрала из журнала Бурда. Она у нас идет за апрель 2023 года. Покажу вам платьишко, которое я выбрала на техническом рисунке, чтобы было видно. Вот это платье. Для дома, мне кажется, самое отличное решение. Нет никаких выточек, очень простой вариант. И это как раз тот самый случай, когда мы можем с вами взять выкройку на размер, а то и на 2 меньше. Я взяла на размер меньше, объясню почему. Чем меньше размер, тем короче вот эта вот кокетка. То есть она получается совсем маленькая, мне это не очень понравилось. Но все равно мне придется внести кое-какие корректировки. И я вам сейчас покажу на выкройке. Итак, я перенесла выкройку на кальку темно-зеленым фломастером, чтобы вам было видно, что я делаю. Выкройку я взяла на размер меньше, как я уже сказала, и все равно мне нужно убавить ширину спины. И делать я буду это на 1 сантиметр. Моя ширина спины 37 сантиметров. Я прикладываю, это у нас половинка, и вот 1 сантиметр мне нужно убрать. Я не буду оставлять в этом случае на свободу от облегания, так как кокетка очень маленькая. У меня идет цельнокроенная обтачка на спинке, то есть вот этот уголок завернется сюда. И мне, значит, нужно убрать будет с 2 сторон. Убираю с 2 сторон. Со стороны обтачки сантиметр. И со стороны кокетки сантиметр. Если я убрала здесь ширину кокетки на 1 сантиметр, мне надо сделать то же самое на воротничке. С задней стороны я просто убираю на 1 сантиметр и вывожу вот так примерную линию воротничка. Еще одну коррекцию, которую я хочу сделать, это будет на юбке платья. Так выглядит передняя половинка платья. Вот такой она, можно сказать, огромной ширины, и вот такой ширины нижняя. Задняя половинка платья. Длину я решила оставить такая, какая есть. Она мне примерно закроет колено. Для домашнего платья, я думаю, это самое то. Не надо мне слишком короткое. Но вот ширину я хочу убрать. И убирать я буду, чтобы у меня не было вот этой огромной вот здесь сборки на груди, по среднему шву. Я где-то уберу, наверное, сантиметра на 3 на спинке и сантиметра на 3 на полочке. То есть получится в общей сложности я уберу на 6 сантиметров. Никакие корректировки я вносить в выкройку не буду, так как выкройка очень простая. Единственное, что я сделаю, прежде чем вырезать, это нарисую прибавки сразу на выкройке и буду кроить. Приступаю к раскрою и начну с раскроя передней и задней половинки юбки. Благодаря тому, что я срезала ширину, у меня юбки уложились в одну длину, и вот эти вот стороны у меня со сгибом. Поэтому мне пришлось сложить ткань вот так вот. То есть я сейчас их вырежу, потом сложу ткань опять напополам и выкрою остальные детали. Так расположились у меня остальные детальки. Здесь плохо видно, но у меня вот здесь начерчен еще воротник, так как у меня 4 детали воротника. И вот здесь манжет со сгибом. Детальки я расположила вплотную с соблюдением долевой нити. И остался у меня вот такой кусок. Планирую сшить ребенку платьишко. Ребенку у меня младшему 4 года. Надеюсь, что уложимся. Остается у меня обтачка. И я думаю, может быть, в целях экономии, она вот здесь со сгибом, выложить ее вот так. Она будет с изнанки, ее не будет заметно, чтобы сэкономить этот кусок ткани. Ну, посмотрю. Возможно, выкрою сначала детское платье, а потом уже из остатков выкрою обтачку. Сейчас вырезаю все детальки, и уже можно приступать будет к шитью.
Приступаю к пошиву. И первое, что нужно сделать, это заготовить кант. Кант я буду использовать из хлопковой косой бейки. Вот так она выглядит. Внутрь у меня пойдет вот такой белый шнур шириной 2 мм. Давайте вместе посмотрим на это платье. И мы сразу увидим, где у нас с вами проходит кант. Он проходит на воротничке, на кокетке, на рукавах, на манжетах сверху и снизу, и внизу платья. Так как платье я шью не шелковое, а хлопковое, чтобы оно мне не стояло колом, кособейку внизу я использовать не буду. Также я не буду использовать кособейку вот здесь, чтобы не делать отрезной манжет. Также я заготовила детальки. Манжет проклеила только с верхней стороны половину. Как я уже сказала, здесь у меня сгиб. К этой части будет притачиваться кант. Он проклеен. Проклеила обтачку. Я ее все-таки выкрыла. Почему я ее выкрыла кверх ногами? Видите, из-за расположения рисунка. Я не хотела ее кроить, но я думаю, что не критично, так как платье я собралась носить дома. И также 2 верхних воротничка я проклеила, к ним тоже будет притачиваться кант. Цельнокроенная обтачка на спинке не проклеивается в этом платье, я ее просто заутюжила. Итак, приступаю к пошиву канта. Мне нужно разутюжить припуски на кособейке для того, чтобы вшить туда вот этот шнур. Берем нашу косую бейку, наш шнур и закрепляем с краю несколькими стежками шнур, чтобы у нас никуда не ездил. Теперь нам нужно с вами поменять лапку на однорожковую, чтобы мы смогли с вами растрочить наш кантик. Меняю лапку. Складываем наш кант пополам. Внутри у нас с вами шнур. Разравниваем и начинаем строчить. Вот такой кантик у нас получается. Красивый, ровный и аккуратный. Так, кант мой готов, и теперь мне нужно срезать от него лишнее. Так как на платье у меня припуски заложены по 1 сантиметру, кант у меня получается шире где-то 1,5 сантиметра, где-то 1,4. Ткань это не очень хорошего качества, она просвечивает, и поэтому я ее сейчас лишнее отрежу, чтобы было все красиво. Я буду использовать вот такую линейку для припуска шириной 1 сантиметр. У меня пойдет вот от этой строчки. Я вот так буду вести ее, как по ограничителю, и лишнее отмечаю. И потом я ножничками все подрежу, и мне уже будет использовать его проще. На кокетке я стачала плечевые швы, обметала и заутюжила на спинку. Также я стачала обтачку с цельнокроенной обтачкой на спинке, швы разутюжила и обметала эту обтачку. Далее переходим к воротничку. Наложила кант на воротничок таким образом, чтобы срезы лежали к срезам воротника, а сам кант был вовнутрь. На местах скругления, чтобы кант лучше лег, я сделала надсечки. Далее мне нужно наложить воротник, непроклеенную деталь нижнюю, на воротник, к которому притачен кант, и притачать его вот в этот шов. Потом я срежу припуск близко к строчке, на местах скругления сделаю надсечки. Прежде чем метать воротник в горловину, аккуратно раскладываю его в центре, так, чтобы вот эти вот белые канты при втачивании воротника были ровненькие. То есть я вот здесь отчерчиваю припуск 1 сантиметр, накладываю воротнички и сейчас закреплю это место на машинке строчкой, а потом уже буду вметывать весь оставшийся воротник в горловину, чтобы при втачивании это место, вот этот центр у меня никуда не поехал. Я проложила строчку единую, которая соединяет между собой кокетку, обтачку и в середине воротничок на расстоянии 1 сантиметр от края. Теперь нужно проверить, нет ли нигде заломов, хорошо ли вшился воротничок, как он стыкуется в серединке. Здесь все ровненько. И сейчас я срежу этот припуск близко к строчке, сделаю надсечки, отогну на изнаночную сторону и отутюжу. Потом мне нужно будет проложить закрепляющую строчку, соединяющую обтачку и кокетки вместе. То есть вот так я проложу
строчку закрепляющую, чтобы у меня вот эта обтачка не выворачивалась. Воротничок моего будущего платья полностью готов. Вот так он выглядит. Я проложила закрепляющую строчку, которая начала от этой точки, дошла до уголочка, прострочила воротник, закрепила его. Сейчас отогну, вот видно эту строчечку. Дошла до этой точки и вернулась обратно. Обтачку, которая у нас на плечевых швах, я подшила вот здесь вручную. Теперь я перехожу к юбочке платья. На верхних срезах передней и задней детали от надсечки до надсечки я проложила 2 строчки для сборки. Стежок я выбрала 4 мм и ослабила верхнюю нить. 2 строчки я проложила для того, чтобы сборка была ровнее и можно было дальше с ней работать легко. Сейчас я покажу вам, как у меня получилось. Вот так выглядит передняя половинка, и вот так смотрится двойная сборка. Обязательно нужно отметить центр платья, чтобы совместить с кокеткой. Я немножечко приутюжила. Это мне нужно для того, чтобы аккуратно пристрочить кант. Кант мы пристрачиваем к передней и к задней половинке лапкой для притачивания молний. И далее нам нужно будет наложить кокетки на обои половинки, переднюю на переднюю, заднюю на заднюю, и притачать наши кокетки в шов притачивания канта. Потом мы швы обметываем и припуски заутюживаем на кокетку. Также я проложила строчки для сборки, пока у меня настроена машина, на окатах рукава. Кокетку я притачала, вот так она смотрится. Уже платьишко вырисовывается, и покажу, как она смотрится с изнанки. Шовчики обметала, заутюжила на кокетку, и нитки сборки я удалила, чтобы было красиво. Далее нам нужно стачать с вами боковые швы на нашем платье с одной стороны и с другой стороны. Теперь мы с вами переходим к рукавчикам. Внизу рукава, так же как и на платье, там, где мы пришивали платье к кокетке, нужно проложить 2 строчки, чтобы стянуть наш рукавчик до длины манжета. Примерно вот так. Далее складываем рукавчик лицевой стороной вовнутрь и стачиваем его. У меня эта строчка будет на 1 сантиметр от края. Швы обметываем, и потом будем с вами делать манжеты. Рукавчики готовы, и теперь я перехожу к манжетам. На проклеенную сторону манжета я пристрачиваю кант лапкой для пришивания молний. Та сторона, которая не проклеена, я подгибаю на 1 сантиметр край и заутюживаю. Это как раз ширина вот этой вот строчки. Дальше мне нужно манжету стачать в кольцо. Совмещаю все сгибы и края. Вот таким образом. Я стачала одну манжету. Припуски я разутюжила. На проклеенной стороне срезала близко к строчке. В уголках в месте сгиба я сделала надсечку, чтобы манжета у меня хорошо согнулась. И теперь мне нужно манжету притачать к моему рукаву или рукав к манжете. Так, как же нам это сделать? То есть нам нужно совместить шов средний рукава, шов на манжете вот таким образом. Получается, нам нужно вставить туда рукав сразу и не сообразишь. Да, вот так. Мы вставляем рукав в манжету, совмещая все швы и притачиваем по кругу. Все расправляем аккуратненько и притачиваем. Проделываем это с обоими рукавами. Дальше, когда у нас притачается, сейчас я приколю, мы отгибаем нашу манжету. Здесь у нас будет с вами кантик. Швы направляем внутрь манжеты и закрываем вот этой стороной, которую мы отутюжили, на 1 сантиметр подгибочку. И можно будет либо подшить вручную, как советует журнал, либо прострочить на машинке, как бы делая вот здесь отделочную строчку и закрепляя кант. Но отделочную строчку нужно будет делать лапкой для притачивания молний. Итак, приступаю к пришиванию манжетов. Далее я буду вшивать рукав в пройму.
Манжет я притачала, вот так это выглядит. Проклеенную сторону срезала близко к строчке и заутюжила внутри манжета. Попробовала я проложить на машинке отделочную строчку, и мне не понравилось. Здесь слишком большая толщина, этот кант, он просто дубовый. И однорожковая лапка все-таки буксует, поэтому я подшила вручную. Вот так вот аккуратненько подшила. Теперь мне нужно сосборить рукавчик по окату и втачать в пройму. Рукавчики я втачала, обметала, все отлично, и у меня осталось две операции. Первая из оставшихся — это подогнуть низ. Низ здесь можно подогнуть разными способами. Можно подогнуть кантом, как в журнале, можно сделать в подгибку, а можно, как я, самым простым способом: обметать, заутюжить на 1 сантиметр и проложить отделочную строчку. Строчку я буду прокладывать вот такой лапкой. Она у меня идет для отстрочки на 8 миллиметров. Очень удобная штучка. То есть я вот так буду вести, и вот этот вот стопор будет идти по краю. Можно, конечно, прострочить просто без лапки, но раз я купила, то я пользуюсь. Ну и последняя операция, что останется в этом платье перед примеркой, это пришить пуговку сзади и сделать воздушную петлю. И буду платье примерять и делиться с вами выводами, которые я получила, работая с этим платьем. Вот такое платьишко у меня получилось. Платьишко спереди. Пойду. И платьишко сзади. Что мне хотелось сказать, какие выводы я сделала. Итак, если вы шьете точно так же, как я, берете выкройку на размер меньше, обязательно обратите внимание на вырез горловины. Чем меньше размер, тем меньше горловина. Свою я углубила на 0,7 мм. Я примерку сделала до втачивания воротника. Вообще, несмотря на то, что платье я считаю неудачным, посмотрите, какое оно. Оно либо для беременных, либо на любителя. Потому что если вот так взять, мне вот какой-то ремешок сделать, мне кажется, мне было бы намного лучше. Но я платье изначально шила как домашнее, поэтому такой опыт у меня пусть будет. Больше я, наверное, такого платья шить не буду. Вот. Но все равно, несмотря на все это, я считаю эту выкройку удачной. Во-первых, здесь интересная такая лодочка, воротничок. Мне кажется, это смотрится оригинально. Потом рукавчик, смотрите, рукавчик снизу у нас со сборкой, а сверху он узкий. И очень хорошо он вошел у меня в пройму. Прям идеально, я бы сказала. И даже то, что платье на размер меньше, мне кажется, плечики на месте, все хорошо. И еще вот эта вот длина. То есть получается, что если платье для дома, я не буду задевать длинными рукавами ничего, и в то же время я могу легко их сгибать. У меня нет здесь манжета, как на моем, например, домашнем костюме. Вот, так что я считаю выкройку удачная. Подойду поближе. Вот так смотрится. Но в чем же тогда неудачное платье? А все в выборе ткани. Не зря нам журнал предлагает шить платье из шелка. Сатин слишком плотный, он стоит колом, он такой немножечко хрустящий, я бы сказала. И я кажусь такая, мне кажется, огромная. Хотя мама мне сказала, не переживай, со временем ткань состирается и будет мягкая. Ну, подождем, когда придет это время. А пока еще раз покажусь. Иду подальше. Вот так я смотрюсь в этом платье. И я хочу с вами поделиться еще кое-чем. У меня уже готово такое же детское. Несмотря на то, что ткань все-таки жестковатая, я шила это платье. Но видео о том, как я его шила, не будет. Я следующее видео снимаю как видеовлог. Это мой первый швейный видеовлог. Просто из моей мастерской, как у меня дела, как я шью, что я покупаю, какие планы. И там я покажу это платьишко поподробнее. Ну а пока желаю всем хорошего дня, прекрасного настроения. Шейте с удовольствием. Всем пока-пока. До новых видео.